Всем привет! Это краткий пересказ фильма 2026 года «Фигуристка». Молодая известная фигуристка оказывается на отколовшейся льдине посреди океана. По новостям сообщается, что девушка со своей группой была в турпоходе и отделилась от группы. Ее поиски продолжаются, но никто даже не предполагает, что девушку унесло в океан. Эмили начинает разбирать свои вещи и первым делом пытается найти телефон, но ее руки сильно замерзли. И сначала она решает отогреться, сидя в обнимку со своей урной, а после немного поесть и попить. Вскоре она находит телефон под небольшим слоем снега, но сети нет. Девушка бьет по телефону, чтобы он начал работать, но разбивается экран. Через некоторое время она додумывается, как может пополнить запас питьевой воды. Она вырывает из своего блокнота лист бумаги и использует солнце, чтобы разжечь огонь. Этого небольшого огонька хватает ей, чтобы немного погреть руки и растопить снег. Она наливает жидкость в термос и откладывает на потом, но ее радость быстро улетучивается, ведь огромная грозовая туча надвигается в ее сторону. У Эмили с собой была палатка и спальный мешок, которые помогают ей не замерзнуть насмерть во время ледяной метели. Эмили вспоминает свою сестру, и ей становится немного теплее. Вскоре ветер усиливается и разрывает часть палатки, однако девушке удается пережить эту ночь. Утром она выбирается наружу и видит, что уплыла далеко от ледника, но Эмили не отчаивается и находится в стабильном состоянии. Она сразу достает набор для шитья и заделывает дыру в палатке. После она перекусывает горстью орехов и сухофруктов. С собой у нее также был крючок и леска. Она использует несколько изюминок, чтобы попытаться на них поймать рыбу, но этого ей не удается. Эмили делает перерывы от рыбалки, чтобы отогреться в палатке, и не теряя времени, она начинает записывать свои дни в блокнот. Девушка успевает даже разминаться время от времени и продолжает свои попытки поймать рыбу. Днем она замечает летящий в небе самолет. Она смотрит на него через бинокль и машет, но очевидно, что никто не увидит ее с такой высоты. Во время очередной рыбалки девушка теряет одну изюминку, но самое страшное, что льдина начинает откалываться. Эмили слышит вибрацию своего телефона, и ей удается ответить на звонок. Мужчина из рекламы кондиционеров предлагает приобрести товар по скидке, но девушку не интересует предложение, и она просит вызвать помощь. Она пытается объяснить, в какую ситуацию попала и то, что оказалось на льдине, но мужчина не верит ей и смеется. Он думает, что она просто стебется над ним, и связь пропадает. К вечеру снова пошел небольшой снег. Эмили включает свой фонарик и оставляет его включенным снаружи, чтобы подать сигнал. А сама она забирается в палатку и закутывается в спальный мешок. Утром Эмили выходит и видит, что ее льдина стала еще меньше. Фонарь продолжает работать. Эмили бросила свои попытки поймать рыбу и просто продолжает надеяться на чудо. Она записывает в своем блокноте, что хочет есть. Неожиданно на горизонте появляется судно. Эмили сразу достает свой медальон и подает сигнал, используя блики, и кажется, судно замечает его. Эмили радостная начинает собирать свои вещи и говорит урне, что она отправляется домой, но когда она выходит из палатки, то видит, что корабль снова отдаляется в другую сторону. Неожиданно лед под ногами проваливается, и Эмили падает в воду. Она долго не может всплыть на поверхность, но в итоге ей удается это сделать. Девушка начинает замерзать, и чтобы спастись от гипотермии, она снимает с себя мокрую одежду и закутывается в сухую. Через некоторое время Эмили слышит снаружи звуки и, выглянув из палатки, видит перед собой медвежонка. Она решает покормить его своими орехами и вскоре замечает маму-медведицу. Эмили прячется в палатке и сидит тихо в надежде, что медведь не тронет ее. Через несколько минут мишки уплывают. Девушка выходит наружу и видит безумно красивое северное сияние. Она понимает, что лучшего момента и места больше не будет. Эмили надевает свои коньки и костюм для катания. Следом она берет урну и развеивает прах своей умершей сестры. Перед сном Эмили смотрит на фотографию сестры и говорит, что они скоро встретятся с ней. Но ее прерывает вибрация телефона. Это снова оказывается тот продавец кондиционеров. Он звонит, чтобы поговорить с девушкой просто так. Также он произносит странную фразу о том, что это его последний разговор. И первое, что он спрашивает, зачем она решила выдумать эту историю и для чего она издевалась над ним во время первого звонка. Эмили пытается объяснить, что она не издевалась,
и то, что все, что она говорит, это правда. Парень на другом конце провода все равно отказывается верить и начинает рассказывать о своих проблемах. Девушка, услышав его историю, решает его поддержать. Она думает, что ей не удастся выбраться. Парень решает пробить девушку в интернете и узнает, что она известная фигуристка, но он все еще не верит ей до конца. Он начинает больше узнавать о ее жизни из соцсетей и находит видео, где она с командой летит в самолете, после как они отправляются в турпоход. Ну и под конец он находит новости о том, как она отделилась от группы и пропала. Эмили говорит, что ушла, чтобы развеять прах своей умершей сестры в самом красивом месте, но ледник откололся. Так они разговаривают до утра, и парень узнает, что поиски фигуристки прекращены, но она не особо расстраивается и радуется восходу солнца. Также оказывается, что льдина добралась до теплого течения, и в этот момент она начинает разрушаться. И вот девушка сидит в палатке, а уже в следующем кадре палатка исчезает. Девушка перепрыгивает на соседнюю льдину и натыкается животом на свои же коньки. У нее с собой была иголка и нитки. Фигуристка использует их, чтобы зашить свою рану. Она продолжает дрейфовать на льдине весь день, и в один из моментов, когда открывает глаза, видит перед собой рыбу. И вместо того, чтобы съесть ее, она решает спасти ей жизнь. Сама же Эмили продолжает есть свои орехи. На следующий день Эмили все еще жива. Она обрабатывает рану и начинает умирать от жажды. Выпив немного соленой воды, она сразу же выплевывает ее обратно, но ей снова везет. Грозовая туча дает возможность девушке напиться воды. Всю ночь она продолжает лежать под спальником, промокая под дождем. И вот на утро льдина становится совсем маленькой, а холодная погода сменяется теплом. Эмили слезает со льдины и решает плыть вперед, держась за урну своей сестры. Она плывет очень долго, до тех пор, пока силы не заканчиваются. Эмили начинает тонуть, но воспоминания своей сестры придают ей силы, и она продолжает бороться за свою жизнь. Девушка всплывает и видит вертолет спасателей, кружащий над ней. Эмили поднимают наверх, и через время, когда приходит в себя, идет в поле, где когда-то гуляла со своей сестрой. Она достает телефон и звонит тому парню, продающему кондиционеры. Она благодарит его за то, что спас ей жизнь. И на этом фильм заканчивается. Пишите свое мнение о нем в комментариях и не забывайте оценивать наши старания лайком и подпиской, а также нажимать на колокольчик, чтобы смотреть новые видео первыми.